Да, все видно. Я вам расскажу из движения самую сложную вещь. Это рефлекс и расскажу схему корково-мышечного пути. Итак, рефлекс. В том случае, если рецептор пострадал, то есть мы возьмем, например, коленный рефлекс, я ударяю молоточком ниже паттели, ниже надколенника, ударяю, и нога разгибается, бьет тыльное, идет разгибание голени и как бы удар по мячу, да, если вот сравнивать с жизнью. В том случае, если рецептор не работает, ну, по какой-то вот причине, да, например, было воспаление или была травма сустава какая-то, и вот окончания перерезаны были или уничтожены каким-то гнойным процессом. В этом случае после удара молоточком не произойдет ничего. В том случае, если бедренный нерв, в составе которого идут вот эти корешки, которые участвуют в организации коленного рефлекса, если бедренный нерв пострадал, то есть он уничтожен, например, гнойником межфасциальным, гнойником на передней поверхности бедра, или он сдавлен под паховой складкой, или он, значит, сплетение его поражено опухолевым процессом в малом тазу, или он уже в составе, вот корешки эти, в составе спинномозгового корешка сдавлены грыжи диска, например, L3, L4 или L2, L3. L2, L3 это позвонок. Между L2 и L3 находится грыжа диска, которая сдавливает корешок L3, который снабжает, собственно, вот этот рефлекс. Здесь будет сдавление грыжи диска на уровне спинномозгового корешка, любого из трех, который составляет коленный рефлекс, то есть может быть сдавленный корешок L2, L3 и L4, и в этом случае всегда мы будем наблюдать, что коленный рефлекс на этой стороне ниже, то есть это мне сразу же дает возможность предположить, что у пациента есть грыжа диска. Зачем мне это надо? Приходит пациент и говорит: у меня боли в спине с радиацией по передней поверхности бедра. Я проверяю этого пациента молоточком, смотрю, что у него нету выпадения рефлексов, у него нету анизорефлексии, у него при проверке чувствительности нету выпадения чувствительности или зон гиперэстезии или гипоэстезии, то есть все норма. Я предполагаю, что просто есть раздражение корешка каким-то агентом, он выздоровеет довольно быстро за несколько дней. В том случае, если я нахожу какую-то из функций пострадавших, то есть, например, это будет выпадение коленного рефлекса, или он просто исчез на стороне болей, или он снизился на стороне болей, то я могу предположить, что он сдавлен на каком-то уровне, на уровне бедренного нерва, на уровне спинномозгового корешка грыжи диска, на уровне, ну, вот здесь вот промежутки между спинномозговым корешком и бедренным нервом еще есть малый таз, подпаховая связка и так далее, и так далее. Следующий вариант. Следующий вариант. Спинномозговой корешок сдавил двигательную порцию. То есть есть чувствительная, есть двигательная. Мы точно так же будем наблюдать, что коленный рефлекс будет снижен. Если произошло какое-то поражение или повреждение спинного мозга, поражение опухоли, поражение демиелинизирующим процессом, поражение инфарктом, например, в артериальном бассейне спинного мозга, инфаркт спинного мозга произошел, в этом случае уничтожаются задние и передние рога спинного мозга, и тоже дуга рефлекса разрывается. В том случае, если из головы теряется импульс нисходящий, тормозящий, то есть голова не работает, или спинной мозг выше не работает, или головной мозг не работает, нисходящего, тормозящего влияния на альфа-мотонейрон нет, то в этом случае альфа-мотонейрон растормаживается и дает повышенную импульсацию, и мы видим оживление или очень высокий коленный рефлекс, то есть амплитуда движения ноги разгибательного в коленном суставе возрастает по сравнению с другой стороной, если нету
нисходящего, тормозящего влияния головного мозга. И в этом случае альфа-мотонейрон выдаст импульсацию, и рефлекс будет высокий. И точно так же здесь говорим про бедренный нерв. К мышце идет, если мышца работает, а бедренный нерв не посылает ей сигнал, рефлекса точно так же не будет, четырехглавая мышца. Есть варианты рецепторные, которые я вам сказал, были рецепторы вовлечены в травму или в гнойный процесс и уничтожены, или не работает сама мышца. Как мы это можем узнать? Мы можем узнать, что не работает мышца, если она похудела. Похудела по какой причине? Если не работает альфа-мотонейрон раз, и человек долго не наступал на эту ногу два, то есть по типу счижения. Это часто бывает у пациентов с переломами каких-то костей тазобедренного сустава. То есть, например, они обездвижены на полгода, и они не пользуются этой конечностью. Что будет с четырехглавой мышцей? Да будет именно такая же ситуация. Будет именно такая же ситуация, то есть четырехглавая мышца бедра не работает, соответственно, реализовать рефлекс не может, он будет тоже снижен. И поэтому вот эти точки топические я должен определить со всеми разными методами, мышца ли это, рецептор ли это, нерв бедренный ли это, поясничное сплетение ли это, спинномозговой корешок ли это, спинной мозг ли выше ли это, или это головной мозг, или это сам спинной мозг на уровне сегмента. Я когда определяюсь, потом я уже придумываю этиологию, а этиология плюс топическая диагностика уже дает мне диагноз. Когда у меня в руках диагноз, я уже начинаю лечение. Потому что, как вы понимаете, опухоль спинного мозга и грыжа диска, они требуют совершенно разных методов обследования, совершенно разных методов лечения, и сроки их абсолютно разные, прогнозы их абсолютно разные. Вот, для этого вот какую информацию невропатолог извлекает из получения всего лишь навсего ударом молоточком по сухожилию четырехглавой мышцы. Еще я здесь не рассказал еще об одном заболевании, которое мне дает возможность проверить, не одном, двух. Те, кто, ребята, мне скажут, какие еще два заболевания и какие топические уровни я не рассказал на уровне рефлекса, на примере коленного, пожалуйста, скажите, какие два топических уровня у меня не указано. Это вопрос на 5. Два топических уровня мною не указаны. Кто-то может ответить? Вопрос сложный, не очень. Вопрос уровня интернатуры. Ну ладно, тогда я вам отвечаю. Не указано заболевание синапса, то есть мы разобрали нервы, разобрали мышцы, а между нервом и мышцем есть еще передача не электричеством, а передача нейромедиатором ацетилхолина. То есть в том случае, если ацетилхолина мало, работает ацетилхолин-эстераза, в этом случае развивается болезнь, миостения называется, и будет слабые мышцы. Вот, это один момент не указан. И второе, я вам не рассказал про болезни альфа-мотонейрона. При переднероговых поражениях наблюдается такая ситуация, что рефлексы очень высокие, альфа-мотонейрон импульсирует вверх, но одновременно мышца худеет. И у мышцы есть еще здесь феномен при переднероговом поражении альфа-мотонейрона, наблюдается фасцикуляция. Их можно редко заметить глазом. Пациент говорит, что под кожей как будто бы бегают червячки, а на электронейромиографии мы можем эти фасцикуляции объективно увидеть и сказать, что это переднероговое поражение. Рассказывая про спинной мозг, надо еще задать вам такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, почему мы не худеем во сне? Почему наши мышцы во сне не худеют, если нету на них сигнала и мы не двигаемся? Скажите, как вы Можно думаете? ответить?
Можно А кто? ответить? Кто? Шаров. Да давай. Потому что в мышцах поддерживается постоянный тонус, то есть небольшое напряжение. За То есть счет, мягкие сокращения. за счет чего? За счет непрерывной импульсации. Альфа-мотонейроном, да, и ты зарабатываешь 5, потому что это абсолютно верно. Я, наверное, это в лекции рассказывал, все очень просто. Наша поперечная мускулатура должна быть готова все время к действию, поэтому альфа-мотонейрон дает субпороговые импульсы на мышцу, и в любой момент, когда нужно будет движение, мышца готова двигаться. Поэтому ночью мышечные маленькие волокна, некоординированные, сокращаются, движение мышцы, видимой глазу, не происходит, но тоническое влияние, тоническая импульсация альфа-мотонейрона присутствует, мышца минимально работает. Вы замечали, наверное, животных, кошку или других семейств кошачьих диких, которые будто бы спят и внезапно могут начать движение. То есть им не нужен разогрев мышц, как разогревается дизельный мотор у автомобиля. Они могут начать движение сразу же с места в карьер. Это как раз помогает вот эта субпороговая импульсация. Это объясняет, почему у нас мышцы не худеют. Это была первая сложная тема. И топико-диагностическое значение поражения рефлекторного пути на различных уровнях. Сейчас я вам расскажу то же самое, но только на примере корково-мышечного пути. Как невропатолог ставит диагноз, зачем изучаются вот эти вот все абстрактные схемы. Давайте мы с вами определимся. Он двухнейронный, перекрест идет первым нейроном на уровне нижних олив. Существуют варианты альтернирующего синдрома, когда черепно-мозговой нерв поражается на стороне очага, а на контралатеральной стороне будут параличи. Вот как здесь указано. Перекрестившись идут в боковых канатиках. Точно так же здесь действует, как и при чувствительности, закон Авербаха-Флатау, то бишь эксцентричное расположение проводников. То есть если опухоль спинного мозга находится экстрамедулярно и начинает экстрамедулярно экспансивный рост, сдавливает сначала проводники к нижних конечностей, и пациент скажет: у меня сначала ослабли стопы при росте этой опухоли или компрессии, например, спинальным отломком, происходит сдавление проводников туловища и верхних конечностей. Пациент скажет, что у меня через некоторое время ослабли уже и руки. Вот. И получается, что мы можем определиться, что это экстрамедулярное образование. Если происходит сдавление спинного мозга или поражение половины поперечника спинного мозга, то будем наблюдать параличи на ипсилатеральной стороне ниже уровня поражения. Это один из компонентов синдрома Броун-Сикара, который мы с вами рассматривали на предыдущем занятии. Итак, мы с вами можем добавить к синдрому Броун-Сикара третий компонент. При поражении половины поперечника спинного мозга на ипсилатеральной стороне будут параличи, глубокая чувствительность ниже уровня поражения повреждены. И так как в боковых канатиках идут пути болевой и температурной, перекрещиваются на 1-2 сегмента ниже через переднюю серую спайку, то на противоположной стороне будет нарушение болевой и температурной чувствительности. В отличие от поражения головного мозга, где у человека будет все виды чувствительности движения на противоположной стороне. Поэтому отличить перед нами пациент с поражением головного мозга, например, если это будет левая гемисфера головного мозга поражена, то у человека будет all right. То есть у него будет справа параличи, гемипарез, справа чувствительность, правосторонняя гемигипестезия, и будет справа нарушение глубокой чувствительности, тоже справа, all right будет. Вот. А если очаг справа, то, соответственно, на контралатеральной, противоположной, гетеролатеральной левой стороне будет тоже all left.
в отличие от спинного мозга, мы можем отличить, спинной мозг поражается опухолью или, например, ножевое ранение. Точно так же на уровне спинномозгового корешка может сдавливаться на уровне спинномозгового корешка, вот здесь правильно показываю, может быть сдавление корешка, и, соответственно, все те функции моторные, которые несет этот корешок к мышцам, они будут не работать. То есть, если будет сдавлен грыжей диска L5-S1, то тогда сдавливается корешок S1, выпадает ахиллов рефлекс. Если грыжей диска сдавливается корешок, который идет между позвонками L4 L5, то у пациента повиснет стопа. Это будет еще называться парализующий шаз при ишиасе. Если это корешок L5, то повисает стопа, и мы можем определиться. Зачем мне это надо? Дело в том, что вот ко мне, например, пришел в амбулаторию человек и говорит: у меня повисла стопа, что мне делать? И боли были. Мне нужно оперироваться или нет? Он идет на магнитно-резонансный томограф, и там находится грыжа L5-S1. Скажите мне, пожалуйста, ему нужно оперироваться или нет? Так получается, это будет со стороны, ну, симптомов со стороны головы не будет, но очаг у нас, получается, будет на уровне ниже самого ствола мозга. Так? Нет, мы говорим про грыжи диска в пояснице, а ты про голову. Разница в 1 метр. Пришел пациент и говорит: повисла стопа, болит. Руки, ноги, голова, черепно-мозговые нервы не задействованы. У меня подозрение, что это головной мозг, нет никаких. Только один парез разгибателей стопы. И точно так же говорит, что боли по задней боковой поверхности бедра и голени. Сначала были боли, потом повисла стопа. Я отправляю его на магнитно-резонансный томограф сделать поясничный отдел спинного мозга и позвоночника, и он приносит мне МРТ, на котором грыжа диска между L5 и S1. Ну, я думаю, наверное, это оперировать надо человека, потому что из-за грыжи произойдет сдавление корешков. Вот, вы просто, может, я быстро говорю, ребята, но, в общем, вы не успели. Как раз вот, смотрите, давайте еще один раз. То, что я произнес буквально 3 минуты назад. Корешок L5, который отвечает за тыльное разгибание стопы, он находится между позвонками L4, L5 и может быть сдавлен грыжей L4, L5. Только этой грыжей. Потому что там корешок L5 находится. Другие грыжи, какие бы они ни были большие или маленькие, этот корешок не сдавливают. Поэтому у пациента висит стопа, но грыжа диска у него совершенно другого, которая клинически незначима, и она не влияет на его параличи. Поняли? Да, спасибо. Вот и все. То есть у него грыжа есть, да там просто не там. И как раз вот этот смысл невропатолога, то есть я вижу, что у него грыжа есть, но она параличи не устранит, и вполне возможно, что этой грыжи много-много лет, и с данным заболеванием, с данной ситуацией, которая, например, несколько недель, она никак не связана. И пациент идет, получает амбулаторное лечение. Вот какой смысл в знании вот этих вот схем, про которые я вам говорил. Далее уровни топического поражения на уровне сплетения и нерва, синапса и мышцы я вам рассказал, когда рассказывал дугу рефлекса. Головной мозг мы вам сказали. Мы сейчас с вами рассмотрели
топикодиагностическое значение поражения корково-мышечного пути на различных уровнях. И зачем мы проходим корково-мышечный путь? Это мой каждодневный труд, какой бы пациент ко мне ни пришел. Я провожу различные тесты, проверяю, как работают внешние сигналы, внешние эффекторы головного мозга, и могу определиться по сочетанию вот этих факторов, могу определиться, кто же виноват. Головной мозг, спинной мозг, сплетение, нерв или спинномозговой корешок. И каждый день одно и то же. Я ставлю вот этот топический диагноз, нахожу эту точку невропатолог находит довольно точно, размером там с 5-копеечную монету на туловище человека, размером с 1-копеечную монету в головном мозге. Ставлю точный диагноз и определяюсь, какие заболевания или травмы могут быть в данной локализации. И тогда уже провожу методы нейровизуализации. А методов у меня 2. Это МРТ, реже КТ, и УЗИ. Ставится датчик УЗИ, и можно увидеть, этот нерв вот в этом данном туннеле, в этом данном канале ущемлен или нет. Структура нерва изменена, или у него есть, например, какая-нибудь киста, утолщение этого нерва. И, соответственно, мне очень простенько определиться, его надо капать тиогаммой с цитофлавином, давать ему прозерин в электрофорезе и 1,0 подкожно номера 10, или же я ему скажу, иди к нейрохирургу, этот ганглий отрезай и сшивай нерв заново, тогда у тебя вот эта функция пройдет. То есть я могу сразу же определиться с прогнозом, что будет с человеком, могу сказать его прошлое, настоящее и будущее. Если у меня этих знаний бы не было, я его будущее не знаю и назначаю лекарства эмпирически. А эмпирически, какой синоним из современного русского языка вы можете сказать этому термину греческому? Эмпирическое лечение, эмпирическая постановка диагноза.